Всем привет, друзья! Вы на канале Дмитрий Завьялов. В этом видео я собрал много крутых инструментов сайта Joom. И обязательно ставьте лайк, если я сумел вас немного удивить. Поехали! При работе с винтами и саморезами порой приходится закручивать и откручивать их в таких неудобных местах, куда трудно пролезть даже самой короткой отверткой. Но эта проблема легко решается при использовании гибкого вала для дрели. Гибкий вал длиной почти 30 см одним концом крепится в патроне дрели или шуруповерта, а на его другой конец насаживается биты. С помощью гибкого вала можно подлезть в самые неудобные места и с легкостью открутить любой саморез или винт. Пригодится каждому, кому приходится работать дрелью или шуруповертом, а при сборке или ремонте мебели и сантехники этот вал будет реально незаменимым помощником для каждого мастера. Для определения фазового провода в бытовой электронной сети переменного тока существует немало тестеров, большинство из которых контактные. А вот преимуществом данного тестера является то, что он бесконтактный. Стоит лишь поднести наконечник тестера к розетке или выключателю, как срабатывает световой и звуковой сигнал, предупреждающий о наличии напряжения в сети. Причем тестер начинает сигнализировать только в том случае, если вы поднесли его именно к фазовому проводу. Не только профессиональным электрикам, но и домашним мастерам такой тестер обязательно пригодится. Отремонтировать или заменить выключатели, розетку или провести новую проводку будет очень легко, если под рукой есть такой тестер, который к тому же может служить и в качестве миниатюрного фонарика. Этот компактный многофункциональный лазерный уровень пригодится каждому домашнему мастеру. Уровень оснащен не только лазерным указателем, с помощью которого можно проводить разметку при ремонте, но еще и рулеткой, линейкой и жидкостным уровнями. Рулетка на 8 метров, а также и сантиметровая и дюймовая линейки на противоположных гранях инструмента позволяют провести любые измерения при строительстве и ремонте. А жидкостные уровни, горизонтальные, вертикальные и наклонные под 45 градусов, дадут возможность выставить все под нужным углом к горизонту. Уровень продается с установленными батарейками, поэтому после покупки можно сразу же начинать использовать его в работе. Перед монтажом проводки практически всегда необходимо зачищать концы проводов от изоляции. Делать это с помощью ножа или кусачек очень неудобно, так как часто повреждается сама проводка, особенно если она очень тонкая. В этом случае лучше всего воспользоваться специальным инструментом. Например, этот нож для зачистки сетевого кабеля вполне может использоваться и при зачистке электропроводов от изоляции. Используя такой нож, можно быть уверенным в том, что вы легко сможете очистить провод от изоляции, при этом не повредив их. Нож для зачистки сетевого кабеля нужен и тем, кто занимается монтажом электрических и кабельных сетей, и тем, кто у себя дома любит все чинить своими руками. Если возникает проблема с откручиванием винтов, у которых повреждены гнезда в шляпках, то на помощь приходят экстракторы. Экстрактор – это специальная бита, которая врезается даже в испорченное гнездо шляпки винта и откручивает его в большинстве случаев без проблем. В этом наборе вы получаете 4 двухсторонние биты экстрактора, которые подойдут практически для всех винтов и саморезов. 8 разных наконечников экстракторов позволяют откручивать даже самые проблемные провернутые винты. Этот набор экстракторов пригодится и в сервисном центре, и в домашней мастерской, и даже в каждом доме, так как столкнуться с проблемой поврежденных шляпок винтов может каждый человек. Торцевые головки очень удобны для откручивания болтов и гаек, но для этого нужно иметь целый набор головок. Однако вместо этого можно купить один универсальный ключ, которым головки вращаются на 360 градусов. Этот универсальный ключ не только заменяет собой сразу 8 различных торцовых ключей, но и позволяет крутить болты и гайки под разными углами. Две вращающиеся головки на концах ключа оснащены 8-торцовыми гнездами от 8 до 19 мм. Эти размеры наиболее часто встречаются в любой технике, поэтому универсальный ключ пригодится и владельцам легковых автомобилей, и мотоциклистам, и даже трактористам. Этот термоклеевой пистолет мощностью 20 Вт выполнен очень качественно, и к нему стоит присмотреться. Быстрый нагрев стержня позволяет практически сразу приступить к работе по склеиванию деталей из стекла, дерева, тканей, пластика и других материалов. Этот пистолет работает со стержнями распространенного диаметра 7 мм, так что при необходимости их можно в любой момент купить в хозяйственном магазине. Термоклеевой пистолет позволяет надежно склеивать детали из различных материалов, поэтому он очень популярен у тех, кто любит что-либо
мастерить, поэтому такой пистолет должен быть в каждой домашней мастерской или гараже. Но в жизни он может пригодиться каждому человеку. Стенд для пайки – это незаменимый помощник для тех, кто занимается ремонтом радиоэлектроники. С мелкими деталями всегда проблема. На них не видно маркировки, только проводящие дорожки проходят слишком близко друг к другу. И все это надо аккуратно спаять, чтобы не замкнуть проводники на плате. Но теперь эти проблемы уйдут в прошлое, если воспользоваться специальным стендом для пайки. Удобные зажимы, два увеличительных стекла и светодиодная лампа позволяют проводить паяльные работы с хирургической точностью, ведь под огромным увеличительным стеклом мелкие детали становятся такими большими и доступными для работы. Сегодня многие люди пользуются аэрозольными баллончиками для покраски небольших деталей. И многие знают, как неудобно нажимать пальцем на головку баллончика, а если надо много подкрашивать, то палец и вовсе начинает болеть. Чтобы избавиться от таких неудобств, стоит приобрести ручку-краскопульт, изготовленную специально для работы с аэрозольными баллончиками. Перед началом работы нужно лишь вставить головку баллончика в гнездо краскопульта, и он готов к работе. Теперь, как на обычном краскопульте, нужно лишь нажимать рычаг этой ручки для распыления краски. Работать с таким краскопультом одно удовольствие. При работе с бетонными конструкциями, а также современными пеноблоками и газобетонными блоками часто приходится делать канавки для укладки коммуникаций, а также при армировании кладки. Эти каналы, то есть штробы, делать вручную очень долго, а порой практически невозможно, если это очень крепкий бетон. В этом случае поможет электрический инструмент для штробления бетонных стен, работающий от сети 220 вольт. Глубина канавки устанавливается специальными упорами, а по максимуму она может составлять 40 мм. Ширина канавки зависит от количества алмазных дисков, вставленных в инструмент. Удобный и надежный инструмент оснащен лазерным указателем, пригодится каждому, кто занимается строительством. При установке и ремонте сантехники люди часто сталкиваются с тем, что подсоединить и закрепить гибкую проводку к раковине очень неудобно, так как место крепления находится за сифоном. В этом случае можно воспользоваться специальным сантехническим ключом. Ключ оснащен многофункциональными вставками, позволяющими закручивать любые гайки гибких шлангов. Но главное преимущество данного сантехнического ключа состоит в наличии прорезей, в которые при работе вставляются сами шланги. Таким образом, сам шланг находится внутри ключа и никак не мешает открутить или закрутить гайку штуцера. Этот сантехнический ключ нужен не только сантехникам, но и практически каждому человеку, так как заменить шланги сантехники с ним очень просто самостоятельно, без вызова мастера. Этот универсальный строительный степлер пригодится не только при строительстве и ремонте, но и практически всегда в быту или домашней мастерской. Универсальность степлера в том, что он работает с тремя типами скоб. Это прямоугольные скобы длиной от 4 до 14 мм, U-образные скобы длиной от 10 до 12 мм и Т-образные скобы длиной от 10 до 14 мм. Прочный и надежный инструмент выполнен из нержавеющей стали, что исключает появление ржавчины, а прорезиненная ручка не натирает мозоли на руке. Надежный многофункциональный степлер пригодится и в повседневной работе мастеру, мебельщику или просто строителю, и обычному человеку для выполнения различных работ в доме, гараже или мастерской. Для тех, кто занимается пайкой и особенно ремонтом электротехники, обязательно нужна во время работы вакуумная помпа для всасывания припоя. Легкий инструмент, выполненный из алюминиевой трубки, дает возможность простым движением руки откачать расплавленный припой с платы. Это позволит избежать короткого замыкания между токопроводящими полосками платы и соединениями контактами радиодеталей. После остывания достаточно открыть крышку помпы и вытрясти скопившийся припой. Сделать это нетрудно, так как свинцово-оловянный припой не прилипает к алюминию, из которого выполнен корпус помпы. Многие винты, такие, например, как винты крепления дверей автомобилей, очень трудно и часто практически невозможно открутить даже большой отверткой. Да и в быту приходится сталкиваться с такими случаями, когда невозможно открутить заржавевший винт на мебели или автомототехнике. Справиться с этой задачей поможет ударная отвертка, которая на порядок увеличивает силу, действующую на головку винта. Стоит лишь приложить наконечник отвертки к головке винта и резко ударить по отвертке молотком. В комплекте с ударной отверткой поставляется 8 различных сменных бит наконечников под разные типы головок винтов.
Если дрель есть практически у каждого человека, то вот заклепочный инструмент может не оказаться под рукой. Но это не беда, если есть заклепочный адаптер для дрели, позволяющий работать со стандартными заклепками, продающимися в каждом хозяйственном магазине. Вместе с адаптером поставляются ключи для обслуживания, а также 3 наконечника для работы с заклепочником разного диаметра 2,4, 3,2 и 4,8 мм. Длина адаптера всего 16 см, а диаметр широкой части всего 6 см. Универсальность адаптера в том, что он подходит для работы с любыми дрелями или шуруповертами. Достаточно лишь закрепить вал адаптера в патроне дрели, как заклепочный инструмент готов к работе. На этом все, друзья. Все ссылки на товары из этого видео находятся в описании. Напишите в комментариях, какой товар вам понравился больше всего. До скорой встречи!